Добрый вечер, всех приветствую. Сегодня проводим общий открытый эфир. Немножко поговорим, немножко поторгуем и немножко поэкспериментируем. Я это делал только в VIP-каналах. Сегодня решил, что выйду в открытый эфир. Тем более, что в ближайшие дни стартует у нас разгон депозита до 10 тысяч. Также будет два розыгрыша по $1500, скорее всего завтра. Если не получится завтра, то послезавтра. Набор на разгон 10 тысяч уже практически закончился. Кто там не успел дополниться, либо пополниться, напишет мне до завтра. И скорее всего либо завтра, либо послезавтра мы начинаем. Еще про турборазгоны. Последнюю неделю не проводил турборазгоны. Думаю, что с завтрашнего дня, в принципе, буду снова начинать проводить эти турборазгоны. В день примерно 4-5 турборазгонов. Давайте начнем с небольших вопросов, если они есть. Общие вопросы, не общие. Какие хотите, задавайте. И потом построим какой-то план эфира. В каком формате проходят торги по разгону до 10 тысяч? Разгон до 10 тысяч это комплексный процесс. Это не только торговля именно со мной в эфире отдельно. Это не только социальная торговля, также со мной отдельно. Это и общие эфиры, это и самостоятельная торговля, это и новости, как самостоятельно, так и со мной. Главный принцип всего этого – это дисциплинирование вас. То есть в группе примерно 10 человек. У меня есть таблица с вашими именами, балансами. Я каждый день их проверяю, составляю таблицу, обновляю. На каждый день мы ставим план, смотрим, кто отстает, кто уже впереди. Поэтому подтягиваем тех, кто отстает. В первую неделю обычно я сначала подтягиваю, чтобы никто не отставал. На второй неделе, как правило, появляются лидеры и кто-то отсеивается. Такое бывает. Поэтому примерно со второй недели я уже начинаю ориентироваться по лидерам и уже делать план для лидеров. Потому что если буду постоянно оглядываться назад и подтягивать тех, кто отстает, так никто и не дойдет до цели. Поэтому первая неделя я стараюсь, чтобы никто не отставал. Но если кто-то конкретно сильно отстал, но в этом случае либо он прекращает самостоятельно, либо он все равно старается и рискует догнать. Вот, но с остальными мы доходим до конца. Каждый день нужно просто выполнять ежедневный план. Турборазгон от любой суммы или есть определенная сумма, от которой может быть и разгон. Публикация в основном канале есть, не раз публиковал, минимум $1000. Чем больше, тем лучше. Обычно в среднем это 1500 у людей есть на балансе. В течение недели я выхожу на новостные сделки. Публикую график. Все и так знают про график новостей. На investing.com вы можете самостоятельно смотреть. Обычно я выставляю таймер, прямой эфир. Если я не нахожусь дома, то я не выставляю. Вот, по возможности выхожу в эфире, это все делаю. Если нет, то просто пишу. Новостные сделки можно копировать. Как минимум и как правило я ставлю где-то 5000 на новостную сделку. Ставлю отложенными ордерами. Таблица Money Management доступна в VIP-канале Егор. Она у тебя есть в закрепленном сообщении. Ты можешь его скачать, либо создать копию на Google Диск. Не отправляйте мне заявку на доступ. Вы не можете работать вместе со мной или вместе со всеми в одной таблице. Все изменения будут сохраняться, поэтому после ваших изменений никто другой не может продолжать работать в этой же таблице. У каждого своя таблица отдельная должна быть. При таком формате, чем разгон 10К отличается от VIP? Только суммой входа. Практически да, только от сумма входа. Вот и все. Пропорции это то же самое, что от $100 делать до 1000. Тоже и от 1000 делать до 10 тысяч. Единственное, что там я больше провожу эфиров. Если у нас в VIP-канале с вами вечерние эфиры плюс новости и по выходным иногда социалка, то с ними я конкретно провожу в день, могу несколько раз сессию провести, социалку провести. И главное еще, я их контролирую по дисциплине, да, ставим план, я вижу у кого какой баланс. Но в VIP-канале у меня находится там по 50, по 100 человек, я же каждого из вас не дисциплинирую и не контролирую, там каждый сам для себя, так сказать, начальник. Вот. Примерно вот этим и отличается.
По разгону в основном, если это будут эфиры, то это будет вечернее время, а социалка будет в разное время. К примеру, с предыдущей группой я провел всего лишь 2 эфира, и все остальные сессии были тупо на социалке. Подробнее про марафон со $130. А вот теперь отличие марафона со $130 и того марафона от $1000 и торговли в общей VIP-группе. Марафон со $130 работает по такому принципу. У меня есть money management до 5 колен. Естественно, для такого money management нужна такая стратегия, которая позволит, не позволит сделать 5 минусов подряд. Там разгон получается от 130 до $1000. Не обязательно это может быть 1000, можно меньше, можно больше, там уже кто как захочет. Главный принцип и его фишка: 5 минусов подряд, и все, марафон заканчивается. На этом все. Если не сделать 5 минусов подряд, то есть постоянно перекрываться, то либо на первой сделке, либо на второй, третьей, четвертой, но главное максимум на 5-й сделке перекрыть сделку, закрыть круг. Торгуется на весь баланс. Начинается со 130, 130 разделяется на, там, допустим, 2, 6, 15, 34, $73, да, в сумме это получается 130. Вот. И с каждым этапом, один этап у нас $57, с каждым этапом сумма сделок растет в пределах всего баланса выделенного. То есть, если на старте это было $130, потом у нас получается $187, плюс 57 и так далее. То есть, при балансе там 300, 700, 500, 200, весь баланс идет в оборот на 5 колен. Эта система позволяет быстро разогнать от 100 до $1000. В любой момент, на любом этапе 5 минусов подряд, все, денег нет. Вот и все. То есть, если у вас есть такая стратегия, либо статистика вашей торговли, вы не делаете 5 минусов в ряд, либо это бывает реально очень редко, вы можете самостоятельно по этой таблице попробовать, да хотя бы даже на демо потренироваться и потом попробовать на реальном счете. Посмотреть таблицу можно только в VIP-канале. Не только посмотреть, и скачать, и работать по ней. Я также по ней работаю на каждом эфире, и на разгоне, и даже на турбо-разгоне. Доступ никаких денег не стоит. Вам нужно зарегистрировать аккаунт по моей реферальной ссылке. Инструкция всегда есть в закрепленном сообщении этого канала. Прислать мне ID, я проверяю. Пополняйте минимальный депозит. Вступайте в VIP-канал, и, пожалуйста, вам доступны и стратегии, и настройки, и money management, и социальная торговля, и общение, и обмен информацией и опытом. У меня в VIP-канале нет никаких сигналов, я не сигнальщик, не позиционирую себя как сигнальщик. Я провожу торговые эфиры, сессии, делюсь своим опытом, ребята все подключаются. И, во-первых, у нас общение в чате, как вот сейчас у нас происходит в данную минуту. Вот, каждый делится своими результатами, сливами, профитами, достижениями. За последнюю неделю или 2 вы часто видели, что я публикую. Ребята очень часто выполняют ежедневный план практически самостоятельно. Турборазгон я провожу только по социальной торговле, то есть копирование. Торгую я в основном и практически на 5 секунд, 5, 6, 7 секунд. Как долго обычно проходит этот марафон со $130? Он может проходить сколько угодно, конечно, зависит от торговли, сколько ты готов торговать. Но я его не провожу более чем 4-5 дней. Начинаем мы, например, со вторника и до воскресенья. Сколько сделаем, столько и сделаем. Дойдем до 200, значит 200. Дойдем до 500, значит 500. Дольше всего занимает первые несколько этапов, это примерно 2 дня. После примерно 3-4 этапа в день можно проходить там примерно по 4 этапа. И в принципе 4-5 дней достаточно для того, чтобы сделать этот марафон. Но если не спешить, так, чтобы не приходилось вам там с утра до вечера торговать, потому что время торговли тоже влияет на результат.
Днем может быть рынок хороший, вечером плохой. Можно это спокойно растянуть. Можете просто себе задать план, что в день вы делаете только один этап. В таком случае, если вы хотите дойти до 1000, вам понадобится примерно 17 дней. Здравствуйте, то есть в VIP-канале больше получения опыта, нежели сигналов. Если это так, то вступлю в ближайшее время. Да, совершенно верно. Каждый эфир это не просто какой-то сигнал. Мы торгуем, да, я объясняю там точки входа. Хотя особо там и не приходится объяснять, потому что все стратегии и так понятны. Что-то непонятно спрашивают, объясняем. А если кому-то конкретная стратегия была непонятна, на следующем эфире я более подробнее могу рассказать, прокомментировать там каждый шаг. Но в основном очень простые стратегии, все самостоятельно торгуют, кто-то вносит какие-то свои коррективы, кто-то дополняет какими-то своими индикаторами, которые ему больше нравятся или заходят. Сегодня работает одна стратегия, кто-то утром встал, там поторговал по Кельтнеру, отписался в чат: ребята, вот с утра работает Кельтнер, все остальные подключились. Кому-то тот Кельтнер не нравится, хоть убей, не получается, у него аллигатор получается. Он пишет: вот у меня аллигатор получается. Ребята написали: а что ты делаешь, какой там таймфрейм, какая секунда и то. То есть каждый видит свое. Общие принципы есть, но кому-то что-то одно нравится, у кого-то все получается, по-разному бывает. На какую сумму мне следует пополниться, чтобы работать с вами в VIP? Ну, минимум $100, но это так, чтобы работать, пробовать. Если говорить хоть о каких-то профитах в день, наверное, 200-300 хотя бы. Но опять-таки тут каждому свое. Кому-то и 1000 мало, а кто-то не может позволить и $50 пополнить. По поводу сигналов. Просто что для вас сигналы? Сигналы, я как понимаю, это когда вам пишут текстом, что вот через 5 минут заходим на такую-то пару в таком-то направлении. Все. Вот это является сигнал. Но у меня такого нет. Я же провожу в голосовом чате все. Мы торгуем. Ну, я торгую. Да, все подстраиваются под меня. Я задаю план торговой сессии. Я торговую сессию ограничиваю таймингом. Максимум час торговли. Иногда у нас, не иногда, а чаще всего бывает, план выполняется за 20 минут, за 30. То есть, соответственно, торговая сессия длится 20-30 минут. Бывает, что за первые 5 минут мы там не справились, получили там 3-4 минуса. И у нас получился минусовой порог. На этом у нас торговая сессия и торговый день закрывается с минусом. То есть мы не идем торговать там еще дальше, еще минус 10, еще минус 50. Конечно, изредка такое случается, бывает. Очень руки чешутся поторговать. Но нежелательно так делать. Вы нарушаете дисциплину. Один раз так сделали, потом в следующий раз опять будете так делать и забудете совсем про дисциплину. Поэтому хоть я этому и учу, но у меня самого тоже такое проскакивает. Одно дело, когда вы поторговали минут 15-20, какой-то профит сделали, а потом там в конце 3 минуса в ряд, ну и все, закрыли на этом сессию. Другой момент, когда торговую сессию только начали и сразу 3 минуса в ряд, не успели вообще насладиться торговлей, вы понимаете, что эти 3 минуса чистая случайность или там ошибка. Вот сейчас я продолжу поторгую и нормально будет отобью. Иногда так вот прям хочется. Но лучше не торговать. Если вы ставите себе рамки, что минус 3, там, минус 10 и все. Ну, будьте добры, следуйте своему плану, и тогда будет все четко. Я только на днях подключился, где видео по торговле индикатором. Все видео есть на YouTube канале. В чат в VIP канал напишешь, конкретный я вышлю, если сам не найдешь. Все, хорошо, я понял ваше настроение, готовы торговать. Значит, проведем эту торговую сессию следующим образом. Примерно месяц назад, может больше, я 2 раза делал такой эксперимент у нас в VIP-канале. Выбирал жертву, и жертва проводила эфир. Так вот, у нас сегодня в эфире 77 человек вижу. Конечно, я буду обращаться к тем, кто состоит у меня в VIP-канале. Кто желает сейчас выступить,
поднимите руку, я включаю вам микрофон, вы проводите эфир по любой стратегии, которая вам нравится, получается, сами ставите план торговли, сколько вы хотите сделать, на чем остановиться, и проводите голосовой эфир. Я отключаю свой микрофон до конца эфира. Вернее, до конца, пока вы не закончите. У кого есть желание? Все, Глеб, давай. Так, микрофон включил, проверяем звук. Я отключаюсь. На последнее время как-то Кельтнер больше заходит. Настройки, естественно, говорить не буду. Ильнур запретил. Так, таймфрейм у нас 30 секунд. Время экспирации 25 секунд. Конечно, это опыт такой первый, и поэтому не судите строго. Я буду торговать прям самыми минимальными суммами, потому что сегодня я свой план сделал и вообще, в принципе, не собирался торговать. И пятница для меня это что-то прям сильно опасное, потому что рынок в пятницу, тем более вечером, очень сильно штормит и очень тяжело в пятницу. Татьяна, я не буду никакой процент выставлять, потому что вот я, как уже сказал, да, я сегодня свой план сделал, я прям буду торговать самым минимум, буду на ставку заходить в $1, прям вообще по минимуму. Вы там уже сами смотрите, какой процент вам ставить, то есть уже от вашего депозита там сами отталкиваетесь. Как бы я торговал, я бы торговал, я вообще последнее время придерживаюсь вот Ильнура рекомендаций, да, я торгую 1% от депозита. То есть перекрытия у меня идут потом 2,5, дальше 6, и то есть, дальше я уже в редких случаях иду дальше. Потому что вот, судя из рекомендаций Ильнура, они работают, и появился в последнее время страх слиться больше, чем жажда наживы. Поэтому максимум от депозита, что я себе позволяю потерять, это вот 10% в последнее время. То есть максимум 3 перекрытия, если они не заходят у меня, все, я останавливаюсь. Давайте вот сейчас заходим. 3, 1, вниз. Наверное, не так сказал, да? Я открыл сделку вниз с новой свечи. Сразу перекрытие ставим. У меня $1, я ставлю 2,5. С новой свечи. Если закрывается в минус, заходим с перекрытием. $2,5 я поставил. Вниз открыли сделку. Сразу перекрытие ставим. У меня это $6. Очень колбасит про то, что я говорил, рынок в пятницу, он вообще капец какой опасный. Так, у меня плюс перекрытие. Евро GPY пара. Приготовились с новой свечи. 1 на повышение поставили ставку. Вообще ужасно колбасит. Я бы вообще не торговал, если честно. Очень волатильно. Приготовили перекрытие сразу. Здесь плюс. Я думаю, что у всех плюс. Потому что пунктов было там достаточно. Меня волнует теперь Екатерина. Вы поставили? Перекрылись на этой сделке?
Я в основном смотрю на то, чтобы где-то были уровни. Ну, то есть границы может и не подойти, но если есть уровень и 3 свечи, да, либо больше, то можно смело заходить, потому что вот, ну, на моем опыте даже посередине, вот если 3 свечи идет, и она подходит к какому-то не границе Кельтнера именно, а есть уровень, вот до которого он доходит. То есть, ну, очень много вариантов, что он развернется. Следующая пара, идем дальше, ГБП аут. Сейчас новые свечи можно попробовать. Не вниз, раз поставили ставку. Я не успеваю считать, сразу перекрытие ставим 2,5%. Так, у меня плюс пунктов было много. Я думаю, что у всех плюс. Еще кто не слышит меня? У кого Еврохуф? Так вот, приготовились новые свечи вниз на понижение. 3-2 раз. Забыл ставку поменять на 1%. Сразу 2,5 поставил. Поэтому не забывайте при перекрытиях менять сразу. Так, у меня плюс. Аут USD готовы. На повышение 3, 2, 1, раз. Сразу перекрытие готовим. У меня это $2,5. Так, у меня минус на повышение приготовились и раз с новой свечи заходим. Вот у меня тоже подвисло все, и у меня сделка до сих пор не открылась. Так, у кого открылась сделка, кто зашел, сразу перекрытие готовим на повышение. Тут плюс должен быть. Кто с новой свечи зашел. У меня почему-то вот она не открылась. Снова свечи на понижение 3-2 раз. Сразу перекрытие готовим. Так, у меня плюс. У всех плюс. Замечательно. Так, сразу сделку не забывайте менять. Дальше идем. Евро ЦХФ.
свечи на повышение заходим. Евро, JPY. 5, 4, 3, 2, 1, раз. Сразу перекрытие готово. Видимо, это минус будет. Снова свечи на повышение. 3, 2, раз. Сразу перекрытие готовим. Чуть-чуть хочет, но не может. Так, у меня минус. Новые свечи на повышение. Приготовились, раз. Все кулаки, жаль, чтобы она зашла. Так, у меня с этого перекрытия плюс итого за сессию вот у меня по $1 получилось 8%. Я думаю, на этом достаточно. Босс, выходи в эфир. Все, ребят, всем спасибо. Это был мой первый опыт. Не судите строго. Эфир буду заканчивать уже я. Было сложно, потому что лагает то ли Telegram из-за задержки, нагрузки. По крайней мере, у меня нагрузка, потому что я снимал еще запись экрана и торговал, и графики, и Telegram, и все в одном. Поэтому давайте вы отпишитесь, что у вас получилось по процентам, как мы привыкли. Интересует именно проценты, можете писать и в долларах. Спасибо Глебу, что постарался. В целом, ну, эфир профитный, если не считать, там кто-то не успел зайти, а кто-то там с задержкой. Если все эти ключевые такие факторы убрать, то сделки все, в принципе, заходили нормально. Так, Арнольдс плюс 0,5%. Тут имени не вижу. Плюс 11%, плюс 2,5%, плюс 7%, 2, 8%, 100% АБ, как ты торговал. Плюс 9%, плюс 8%. Я понимаю, что демо, но от какой ты суммы отталкивался? Ну, впрочем, не важно. 100 так 100. Торгуй так, чтобы это было реально. 2,5%, 3%. Ну, в среднем 2-3% я вижу. Скорее всего, вы все заходили примерно с 1%, да? Если так, то да. 5%. 3%. Макс минус 5%. Или долларов. Ну, как вам в целом? Интересно было? В следующий раз еще раз попробуем. Как-нибудь через неделю, через 2. Этот эксперимент просто позволяет, во-первых, просто на публику торговать и, возможно, более ответственнее торговать. И б, вы видите и слышите мысли другого человека, его подход, что-то для себя подчеркнули. Да, предыдущие 2 раза, когда я проводил такой эксперимент, участники, которые вели эфир, тоже говорили, что действительно сложно. Даже когда участники хотели копировать другого участника, тоже
была такая ответственность, и когда тебя кто-то копирует, появляется какой-то, возможно, страх, неуверенность, и из-за этого можно наделать ошибок. Хорошо, закончим мы этот эфир. В принципе, эфир продолжался примерно час. Ну, у меня к вам вопросов нет, у вас, наверное, ко мне тоже. Обо всем мы сегодня поговорили, останутся вопросы, пишите в личку, а на этом все.